Блять, я это сделала. Я сейчас расплачусь. В декабре прошлого года я решила, что хочу пробежать первый в моей жизни полумарафон. С пробежками я была знакома. Последние лет 5 стараюсь бегать 3-4 раза в неделю, да и вообще физкультура в моей жизни присутствует. Но почему-то я никогда не гналась за результатом и уж точно не участвовала в соревнованиях. Последний километр, я думала, меня вырвет. Чтобы как-то замотивировать себя, я решила приурочить забег к своему дню рождения. Полумарафон как подарок. Выбор пал на бруклинский полумарафон, который проходил 28 апреля. В принципе, выбирала исключительно по дате. Я ничего не знала о полумарафонах, поэтому мне бы, наверное, подошел любой. Ну, как я узнала позже от своих бегающих товарищей, выбор я сделала верный. Ну, в принципе, я смогла сама в этом убедиться. Примерно в середине января, отгуляв последний праздник, Старый Новый год, традициями ведь изменять нельзя, я приступила к своим тренировкам. Время 5 утра. Я вышла на пробежку. Надеюсь, блядь, никто мне не отберет камеру. Потому что на улице вообще никого. Я планировала пробежать полумарафон за час 45. Получается 5 минут на километр. Тренер удивился моим хотелкам, но спорить не стал. Сказал просто, что это будет тяжеловато, мало времени на подготовку, да и вообще слабовато, так как мои утренние вялые пробежки в парке – это не бег. Я с ним согласна, но коллективно мы решили, что цель должна быть чуть-чуть крепче твоих возможностей. А там посмотрим. Вечерняя пробежка перед ужином. Самое то. Начинала я с 4 пробежек в неделю. Позже добавила еще одну. Прыгала на скакалке, когда оставались силы, тренировки старалась не пропускать. А вот питанием и режимом сна точно похвастаться не могу. Пельмешки для вегетарианцев, овощные. Пришла домой, даже еще не сняла куртку. Каждый день убеждаюсь в том, что сложнее всего в этой жизни договориться с собой. Уже темнеет, мне нужно сейчас идти на пробежку. Вроде бы пробежка смешнючая, но всего 3 километра. Изи. Давай, Вера, соберись. Если за это время стало в разы лучше. В конце марта я решила пробежать свой личный пробный полумарафон. Понимая, что тренер не одобрит самовольной коррекции в плане, я ничего ему не сказала. Точнее, сказала после. Из 2 часов я не выбежала. Закрыла дистанцию за 2 часа 7 минут. Получается 6 минут на километр. Расстроилась и поняла, что о 5 минутах я могу только мечтать. Вряд ли я смогу подготовиться к такому результату за оставшийся месяц. Ну, так хотелось, если честно, выйти из 6. 5:59. Но я буду продолжать усердно тренироваться и двигаться к 5 минутам. И если хотя бы у меня выйдет 5:30, это уже будет победа для меня. Это будет мой еще один персональный рекорд. Надо как-то разгоняться. Полумарафон все ближе и ближе. А результаты пока что очень скромные. Это было достаточно мокро. И канализация у нас так шумит. Такое ощущение, словно у нас в лобби фонтан. Но нет. На протяжении всей 3-месячной подготовки меня не покидали тревожные мысли. Я почему-то была уверена, что финишную черту я не переступлю. Что-то пойдет не так, отменят полумарафон, я подверну ногу, в срочном порядке уеду из города или заболею, что угодно. Но финиша я не увижу. Как будто бы я бегу по пустыне Сахара. Но я решила сейчас облиться водой и попробовать сейчас хотя бы добить 4 километра. Я вылила напиток, налью просто воду обычную, если что, буду поливаться. Надеюсь, так мне будет полегче. За несколько дней до полумарафона мы ездили за город на хайкинг. Это был очень крутой опыт, но, к сожалению, после я заболела.
Сегодня утром мне показалось, как будто бы мне стало легче. Соплей нет, температуры нет, и я пошла на пробежку. Сейчас время 6 час. Я чувствую, что это было ошибочное решение. Надо было все-таки еще сегодня полечиться. Боже мой, как я хочу открыть окно, но моя соседка готовит что-то настолько вонючее, что лучше дышать своими бактериями собственными. В общем, все. Завтра никакой тренировки, послезавтра марафон. У меня есть сегодняшний вечер, завтрашний день для того, чтобы восстановить себя или поставить на ноги. У меня зеленый чай с лимоном. Ну, как бы, не знаю, сейчас буду Лечилась всем подряд. На забег приехала с остатками кашля и соплей. Понимаю, что так делать нельзя, но... Хочу о том, что я могу не побежать полумарафон. Так, ну что, мы приехали в Экспо. Сейчас забираем стартовый пакет. Это мой номер, футболка, водичка, там какой-то, наверное, будет микроподарочек. И все. И я готова к завтрашнему полумарафону. Вот. А вот, видимо, это зеленый. Hi, guys! Зеленая футболка, это и есть. Всего 20 тысяч человек бежит. Такой прикол, даже булавки дали. Все очень организовано. Народу тьма, вообще. Так классно. Пришел в Экспо, даже как-то подзарядился. Вокруг такая мотивирующая обстановка происходит. Электролитики. Все. Ну, на электролитах далеко я не вывезу сейчас. Сегодня у меня загрузка. Окей, thanks. Сегодня, thank you so much. Сегодня у меня загрузочный день, поэтому сегодня я могу есть много. Прикольно, что много людей. Все готовятся, разминаются. Я сейчас мечтаю об одном, чтобы, блядь, быстрее это все закончилось. Все так смотрят на мои кроссовки, думают, что я супер бегун. А это все обман. Нет, все будет хорошо. Главное – получить удовольствие от происходящего. Сама себя уговариваю. Но пока что не получается не волноваться. Как себя чувствуешь? Чувствую себя Рокки Бальбоа. Но если бы я сходила в туалет, было бы лучше. А так, в целом, какого-то прям сильного волнения нет. Больше волновалась дома. Здесь так, главное начать. Я очень переживаю почему-то. Боюсь этого коридора. Не знаю. Ну, потому что толпа. Не очень я люблю. Такую плотность человеческую. Ну, что делать? Придется. Главное, пройти этот коридор. Что там будет? Хлопок, выстрел? Не знаю, что-то будет? Да. Побежать, кайфануть, начать снимать, потому что я очень хочу посмотреть на свое лицо. Я забыла включить страву. Так гораздо веселей. Тем временем на финише меня ждала группа поддержки. Спасибо им большое за это. Ребята развлекались как могли. Какашки тоже здесь есть.
потому что вот столько собак здесь. Мы стоим возле бейглов, потому что я знаю, что первое, что ты сделаешь, когда финишируешь, это пойдешь за бейглом, правильно? Я же тебя знаю. Так что высматриваем тебя в очереди за вкусняшками. Сейчас пришло сообщение от Кристиана. Не спеши. Он меня трекает. Я бегу. Скорость 5:20. Наверное, а дистанция 6 километров. Что-то надо действительно замедлиться. Иначе я... Боже мой, во мне играет гамма чувств. И усталость уже. Счастье. Манфред Андреевич. Бруклин Бридж. Вам осталось дело. Я искренне благодарна каждому зрителю. Это стоит дорогого. Абсолютно незнакомые люди выкрикивают слова поддержки. В тех местах, где нет питания, люди угощают водой, апельсинами. Дети протягивают свои ладошки для пятюни. Честно, я думаю, если бы не было этой поддержки, половина из нас легла на асфальт уже в районе 10-го километра. Это уже счастливчики бегут. Слава богу, я уже на этой стороне, не там. 16 километров. Осталось 5. Чуваку стало плохо. Лежит на дороге с медиками. Белый как мел. Блядь, так страшно. Водичка. Осталось 3 километра. 21 километр пошел. Как-то хочется еще улыбнуться перед финишем. Что, ты приближаешься к финишу? Сколько по времени это примерно до финиша у меня осталось? 6 минут, меньше. 6 минут, господи, 6-5. как мы взволнованы. Давай, Вера! Пожалуйста. 13 майлов. Чуть-чуть. I got a feeling I've got some airplane in it coming in here. There's some Jacob and Chris. I got Stuart Marr coming through. Somebody from Cheverly, Maryland. David. Я в ахуе. Блять, я это сделала. Я сейчас расплачу. Я, к счастью, должна была выключить страву. Я даже не знаю, сколько я пробежала. Меня переполняют такие чувства. Я хочу плакать и смеяться одновременно. О, блядь, я не сдохла. Прекрасно. Боже, как круто вообще. Что-то... Блин, вообще просто что-то невероятное. Я такие чувства, как сейчас, испытывала после нас, наверное, я даже не знаю, ни с чем не сравнить, ни с одним отпуском, тусовкой, встречей с друзьями. Это что-то такое сугубо личное. Блять. Короче, хочется плакать просто. Sorry. You are the champion, my friend. Поздравляю! Молодец! Молодец!
бейгл. Я не взяла никакой бейгл. На следующий день мне прислали фотографии и мой результат. Посмотрев фотографии, я поняла, как выглядит боль. Я выбежала из 2 часов, пробежала за час 58 с копьем. Мой пейс 5 минут 37 секунд на километр. Моя возрастная категория 35-39 лет – это 857 женщин. Я пробежала 154-я. Не 765-я и даже не 538-я, 154-я. Друзья мои, ну, наверное, бегающая женщина, либо вообще бегающий полноценный плодотворный человек скажет, что это полная уйня, чему тут радоваться. Но для меня это такая победа. Я желаю всем спорта, всем пробежек, вообще любого хобби, чтобы вы не желали в этой жизни. Если вы что-то еще сегодня не начали делать, я вас призываю начать. Никогда не поздно. Ну что, покажи, видно. Моя первая, надеюсь, не последняя. Молодец, молодец.